Итак, что по поводу смельчака? Это комплекс корректируемого вооружения для 2С4. 330! Мина взрывается у тебя буквально под ногами, и ты такой типа «Я в порядке!» «240 мм калибр, 130 кг чистого веса». Это чугуний. И это мина, это не снаряд, и все вы знаете, должно быть, как он называется. Но суть в том, что этот снаряд пролежал год в серой зоне, можно сказать, под перекрестным огнем. И сколько жизней у команданта вы, должно быть, даже не знаете, потому что одну жизнь, как минимум, меня отобрал тот самый Джавелин, из которого мы стреляли. Точнее, один раз выстрелили и больше не стреляли, потому что все остальные боеприпасы оказались несколько выведены из строя. Кстати, в нашем секретном канале вы можете посмотреть, почему они вышли из строя. У нас ведь есть секретный канал, если вы не знали. Так вот, сегодня мы постреляем корректируемой миной «Смельчак» и посмотрим, каково ее круговое вероятное отклонение, если она год пролежала буквально в сырой земле. В выпуске про 2С4 я вскользь упомянул такую мину, как «Смельчак». И что, если звезды на небе сойдутся, и мы обязательно покажем эту мину. Короче, звезды сошлись, и вот он здесь. Про саму мину чуть позже, а сейчас сразу пристрелочный. Пристрелочный мы делаем обычным боеприпасом, обычной миной, некорректируемой. Сейчас до цели у нас будет минимум 7 километров. Мы не сможем снимать много выстрелов из «Смельчака», выстрелим только пристрелочный. Все остальное мы будем снимать уже на поле, потому что мы не можем себе позволить одновременно две разные группы, чтобы у нас снимало тут и там. Поэтому там будем снимать прилеты, там будет слоумо-камера, там будет коптер, там будут наши эмоции сейчас. Еще раз хочу сделать скидочку для тех, кто скажет типа «ты ни на что не способна, не может попасть никуда». Для вот таких вот людей мы делаем такой акцентик на том, что часть этих мин хранилась почти год в сырых условиях, это было заминировано, непонятно, какие претерпевали они особенности нахождения там, где они находились. Кстати, там, где они находились, мы, наверное, расскажем в секретном канале. Видите на мне фирменную футболку? Нет. Знаете почему? Потому что фирменная футболка на нем. Это Ваня, наш оператор. Как тебе в нашей футболке? Супер. Это добавляет тебе какую-то смелость? 10%. Отлично. Знаете, обычно вот пишут в комментариях, мы, говорят, наблюдаем, и это нам нравится, что оператор во время того, как команданта что-то заряжает факапно, как обычно, оператор куда-то отходит. В этот раз он в нашей футболке, поэтому отходить он никуда не будет. А, кстати, наши футболки вы можете купить на переполох.shop. Защита ушей – это очень важно, поэтому я использую наушники, как правило, разные, в том числе затычки для ушей, патроны для ушей, все что угодно. Поэтому у меня свистит в ушах все время. Кстати, если у вас есть хороший доктор, который мог бы мне помочь с этим дерьмом разобраться, напишите в комментариях. Пора покончить с этим свистом в ушах. Вечно что-то свистит, типа... Недавно Минфин РФ предложил внести изменения в налоговое законодательство. Все мы слышали про прогрессивный НДФЛ, однако помимо этого был предложен еще ряд поправок, связанных с расчетом НДС и налога на прибыль. Изменения серьезные и затрагивают сферу деятельности многих российских компаний. И чтобы не потеряться в информационном потоке и не тратить свое время на попытки оптимизировать налоговую нагрузку, рекомендую обратиться за помощью к профессионалам МАКО. Команда первого в России бухгалтерского конвейера МАКО очень внимательно следит за изменениями налогового законодательства и всегда использует новые возможности в целях сокращения расходов своих клиентов.
В МАКа функционирует целый департамент, специализирующийся на налоговых консультациях, где профессионалы постоянно держат руку на пульсе и готовы к реагированию в самые кратчайшие сроки. Без больничных, декрета и отпусков. На вас работает целый штат узкоквалифицированных специалистов, как конвейер на бесперерывном производстве. МАКа поможет вам до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерского штата, заменит собой всю бухгалтерию или возьмет на себя определенный участок работ. Например, кадровое отдел производства или расчет заработной платы. Освободит вас от поиска и найма профессиональных кадров, что позволит сосредоточиться на основных бизнес-процессах. Напоминаю, что с момента основания МАКа ни разу не повышали цены на обслуживание. В начале года было принято решение не поднимать стоимость услуг и в 2024 году. Всего за 2000 рублей в месяц вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. На вас работает не один универсал, а 6 специализированных департаментов, готовых взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. Подключайтесь к МАКа Эксперт. И да, теперь у них первый месяц обслуживания всегда бесплатно. Ссылка на МАКа Эксперт в описании. Делаем пристрелочный выстрел. 333. Сейчас мы едем на поляну, в котел артиллерийский, заряжаем смельчак, будем подсвечивать лазерной подсветкой, подсветкой. Короче, сейчас все будет. Ничего, парни, если я открою? Помочь? Нет. Ты знаешь, как открывать? Нет. Или 4 колба? Так, ну я полагаю, что это делается как-то вот так. Так. Та-та-та-та-та-та. Так, это возможно вообще? И предложение вот такое. Cost me, and then the search me, quick I can get my satisfaction. Ты такой, дай, не О! получается. Получилось. Защелка сзади. Ага. Готовы? Только придерживай. Ух ты. В 60-х годах в нашей стране активно прорабатывались вопросы создания корректируемых артиллерийских снарядов с повышенной точностью. Расчеты показывали, что такие снаряды упростят поражение намеченных целей и сократят расход боеприпасов. В результате теоретических исследований появились тактико-технические задания на создание новых, я подчеркну, корректируемых комплексов вооружений, которые назывались ККВ – корректируемых комплексов вооружений. В 1977 году Министерство обороны выдало задание на разработку ККВ для существующих и перспективных минометов калибра 240 мм. Создание такого комплекса поручили московскому ОКБ «Дивкон», ранее участвовавшему в подобных исследованиях. Эта опытно-конструкторская работа получила шифр «Смельчак» и индекс ГРАУ 1К113, а после ряда испытаний и доработок была принята на вооружение в 1982 году. Итак, что по поводу смельчака? Это комплекс корректируемого вооружения для 2С4. Для его работы сам миномет модернизировать не пришлось. Нужна лишь система синхронизации 1А35. Главным элементом комплекса является минометный выстрел 3ВФ4 с корректируемой миной 3Ф6. Этот снаряд имеет калибр 240 мм, длину 1635 мм и массу 134 кг. Мина 3Ф6 выполнена в коническом корпусе с центральным отсеком и сужающимся хвостовым агрегатом, снабженным раскладными стабилизаторами. Внешне она напоминает артиллерийский снаряд, но намного крупнее и тяжелее. Итак, друзья, у нас сегодня есть 3 мины «Смельчак», 2 из них новые и 1 старая. Эту процедуру посвящения проходят только самые смелые люди. Смельчаки, можно сказать. Ты, смельчак или смельчачка, будешь принимать удар судьбы сейчас.
Я вообще не уверен в том, что мы способны попасть в человека, стоящего в 8 километрах от миномета самого большого, 240 миллиметров, стоящего в поле, попасть по одному только человеку. Но возможно ли это в программе «Команданте»? Возможно, да. Бочка у нас будет ориентиром. Светить мы будем с верхней точки лазерным дальномером. Вот еще у нас бочки стоят и габионы. Пойдем посмотрим. Я их поставил пирамидкой, и если все получится, там ведь я поставил слоумо-камеру примерно на удаление метров в 100, чтобы захватить весь этот пейзаж. В конце мы будем стрелять по одному человеку, но сначала мы будем стрелять по бочкам. У нас вон там бочки, вот они еще, стоит пирамидка. Вторая пирамидка здесь. То есть представьте, если мина будет проходить сверху. А я думаю, что она упадет, скорее всего, перед этим, потому что, говорят, некоторые люди, которые складывали здания смельчаками, целились в козырек, оно прям перед ним падало. Габионы — это такая насыпь в клетчатом обрамлении сетки и материала специального, который мы уже расстреливали. Вы можете посмотреть это в выпуске, который был сделан нами до этого. И вот в верхнюю точку мы будем целиться этих бочек. Способна ли мина пробить их, раскидать в разные стороны и, возможно, повредить габионы. Этот прибор 93-го года выпуска, конкретно эта модель, называется LCD-2. Лазерный целеуказатель дальномер 2. Километр и 700 метров отсюда находятся наши бочки. Отсюда их визуально практически не видно. Но именно здесь мы, точнее чуть-чуть дальше мы отойдем, будем находиться. Объясню, почему мы отойдем от этого места, потому что лично я никогда в таком не участвовал. Вот гранаты бросать я умею, а вот рядом с дальномером быть, по которому собирается наводиться смельчак, я не смельчак, честно скажу. Поэтому я отойду чуть дальше, потому что были прецеденты, когда отражался луч, например, там вот от бочек он теоретически может отразиться, потому что они светятся, и может там скорректироваться боеприпас, мина может лечь там на 100 метров ближе к нам, а может быть на весь километр, а может быть вообще сюда прилетит. Для меня загадка, друзья. Я не научный сотрудник и не разработчик. Вот можете ли вы мне вкратце объяснить систему, каким образом цель находит вот эта вот головка самонаведения, после того, как отстрелится у нее вот эта вот передняя часть, как она найдет, головка самонаведения, именно этот луч, и почему именно пучок фокусирования вот этих вот частиц будет на цели, а не где-то посередине, или вот здесь, например. Почему он прилетает не сюда, не посередине луча, а именно в конце. Я в детстве, конечно, тоже играл с всякими зайчиками. У нас была тоже история про то, чтобы неодимые магниты использовать и создать вечный двигатель. Мне казалось, я так близок к этой разгадке, как и лекарство против рака пока еще не придумано. А вот как работает вот эта штука совместно с тюльпаном и совместно с миной смельчак, мы прямо сейчас увидим. Работаем мы сейчас дальномером с километра 700 на километр 700. 300. Попал! Да, улетело дальше значительно. Перелет был на 200. Выпуск про Краснополе лежит на Бусти уже довольно давно. А вот на секретный канал, который мы создали недавно, мы его вывалили только что. Там мы говорили про две концепции управления арт-боеприпасом. ACAG и RCIC. И на первом я останавливаться не буду. Это вы можете посмотреть у нас в канале. В Краснополе все было сказано, короче. RCIC, эта технология, предусматривает коррекцию на конечном участке баллистической траектории от 20 до 600 метров до цели. В центральной части боеприпаса, в районе центра приложения аэродинамических сил,
или центра давления расположены сопла пороховых реактивных двигателей. Таких у мины «Смельчак» 2 штуки. У «Смельчака» также по 3 двигателя на сопло. Поскольку снаряды вращаются в полете, коррекция траектории достигается за счет нескольких импульсов. Мина оснащена полуактивной лазерной головкой самонаведения под обтекателем, который обнаруживает подсвеченную цель и корректирует траекторию для падения на эту цель. Траектория изменяется с помощью газодинамической системы. Фактически головка самонаведения сообщает этим зарядом двигателям, когда сработать, чтобы скорректировать курс. В такой схеме намного меньше электроники, что делает снаряд значительно дешевле известного краснополя. Кстати, у нас есть еще корректируемые авиабомбы JDAM, про это мы сделали тоже выпуск, можно посмотреть на Бусти или в нашем секретном канале. Средства наведения и коррекции позволяют уменьшить круговое вероятное отклонение, или КВО, как мы говорим, до 0,8 и 1,8 метра, что обеспечивает поражение цели за 1-3 выстрела. Мина 3F6 несет в себе заряд в 32 килограмма. Это взрывчатое вещество, которое обеспечивает эффективное поражение цели. Максимальная дальность стрельбы составляет 9,5 километров, то есть почти что 10. Подсветка цели производится наводчиком земли с помощью лазерного целеуказателя дальномера. Перед выстрелом целеуказатель наводится на цель, а при выстреле миномет передает соответствующий сигнал на дальномер указатель. В момент приближения мины к цели целеуказатель включает лазерный луч подсветки, и мина 3F6, находясь на нисходящей траектории, засекает отраженный лазерный сигнал и корректирует свою траекторию для точного попадания в цель. Этот процесс коррекции занимает не более 0,1-0,3 секунды, после чего мина продолжает свой полет по установленной уже траектории. У того же краснополя, например, подсветка должна идти 5-12 секунд, хотя он точнее и дальнобойнее. При выходе из строя система коррекции краснополя, летящей на значительном участке траектории в режиме планирования, снаряд значительно отклоняется от цели. Смельчак же при аналогичной ситуации ведет себя как обычный неуправляемый снаряд. Краснополь начинает плавную коррекцию траектории за 2,5 км до цели, имеет большой маневр по выборке отклонения, чем Смельчак, начинающий коррекцию 600 метров. Таким образом, арт-система Смельчаком вынуждена стрелять точнее. Стрельба краснополем ведется без пристрелки, а для вероятности поражения Смельчаком настоятельно рекомендуется выпустить по району цели 1-2 пристрелочных мины обычного типа. Эти особенности обоих снарядов имеют и обратную сторону. Корректировщик краснополя вынужден подсвечивать цель от 5 до 12 секунд, а Смельчак от 1 до 3 секунд, что сильно повышает его шансы на выживание. Я имею в виду человека, который подсвечивает. Плавное и непрерывное подруливание краснополя обеспечивает ему большую точность попадания, чем у импульсного Смельчака. Теоретически краснополь может попасть в точку. Краснополь представляет собой сложное устройство с прецизионной механикой, которая нуждается в ручной настройке. В Смельчаке же практически нет никакой механики. Технология рассчитана на роботизированное производство, что делает его в 2-3 раза дешевле. Стреляем еще раз. Летит. Вау! Ни хрена! Разрыв, но она упала прям в цель. Прикинь. Да, сработали. Но не Прям точно в цель, смотри. Мы взяли новую мину, которая была хорошая, не отсыревшая, и она попала точно в цель. Но, видимо, из-за грунта, то есть там же у нас габионы, она почему-то не разорвалась. Во всяком случае, по ощущениям, но попала точно в цель, и это очень круто. Работаем последней на сегодня миной, и попадем ли мы в человека? Мы нацелились на человека, я имею в виду на манекен. Засекаем ровно 60 секунд. Огонь. 330! 300! Вот он. Вау!
Попали в человека, прикинь. Охренеть! Прикиньте, мина-смельчак хреначит в одного человека, просто попадает четко. Поехали посмотрим. Может быть, были не разрывы, может быть, я не знаю что. Может быть, он взорвался внутри. Но пойдем посмотрим. Это было круто. Ни хрена! Ё-моё! Что я вижу? Такое ощущение, как суперкрот из-за... Прикинь! Что это за кратер? Чего? Я не видел ни одной такой мины, чтобы она была такой. Земля сухая. Это дождь был вчера. Какая разница? Мы, блин, стреляли. Это... Что это? Она, походу, замедлением въебала, да? Это, походу, было какое-то замедление. Она упала, бочку откинула с землей. И она взорвалась внизу. Смотри, бочка. Это очень смешно. Прикиньте, мы мины-смельчак ударили прям в цель. Это было какое-то заглубление, и, судя по всему, взорвалось внизу. И учитывая, что круговое вероятное отклонение, видимо, было там, не знаю, условно, полметра, манекен практически не пострадал. Но то, что мы попали в него, это точно. Если бы здесь был бункер, его бы точно разворотило. Смотри, манекен живой. Как ты выжил, чувак? Так его же на части самое. Чувиха. Ну, как бы, да, на части, но составные. Но, блин, это, да, это удивительно. Офигеть. Шо ты, голова? Блин, вы можете... Бля, не могу это... Я не могу это комментировать. Как бы это прокомментировать? Типа, смельчак упал рядом со мной, и я жив. Я пересмотрел слоумо, и я подумал, типа, как это вообще возможно, что мина взрывается у тебя буквально под ногами, и ты такой, типа, я в порядке. Это был Супермен! Вы видели, как она взлетела? Она такая, у-ху! У нее не было никаких шансов, у человека точно нет, потому что рядом с тобой взрывается. Видели, как его подбросило, разметал на разные части. Будь то человек, у него все внутренние органы бы просто перелопатило. Судя по всему, мина-смельчак – это мина, которая используется для противобункерных сооружений, потому что она зашла внутрь, и только там в глубине взорвалась, и весь этот грибок, который мы видели, просто поднялся вверх. Это невероятное зрелище. Я такого еще не видел никогда в жизни. И если я в шоке, то вы должны быть в двойном шоке, потому что если вы смотрите наш канал, вы тоже такого не видели. Вот осколочки. Друзья, если кому-то хочется купить у нас из осколков снаряда. Да, вот они, кстати, очень легкие, слушай, прям капец. Мы возьмем эти осколки, смельчак, и обязательно сделаем из них коллекцию ножей, благодаря которой мы помогаем людям, продаем ножи с осколками, помогаем людям. У нас есть сайт переполох.шоп, там вы, кстати, можете купить еще наш мерч и немножечко поддержать нас. Слушайте, но это невероятно. Еще одна мина, мы начали, как говорится, с конца, упала прямо за бочками, за габионами. Давайте пройдем туда и посмотрим, что там произошло. В данном случае круговое вероятное отклонение было примерно... Сколько тут метров? Мы светили в бочке, может быть, отразился луч от этой бочки как-то вот сюда или еще как-то, я не знаю. Но здесь, короче, раз, два, три, 4 буквально метра. Под землей полыхает. Подойди ближе. Парни, тут под землей что-то происходит.
Да, а я подъебал. Тоха! Там под землей что-то происходит. A few moments later. Мы выждали немного времени, чтобы подойти, потому что там что-то шаяло или горело. Я так и не понял. Но сейчас я подойду ближе и точно в этом убежусь. Есть такой боеприпас, который называется сантиметр, который используется в 122 миллиметровой пушке Д-30. И наверняка вы тоже хотите увидеть ее. Кстати, было много разговоров о том, что смельчак уже не используется, технология утеряна, заводы закрыты. Но, как видите, смельчак здесь, и смельчак попадает идеально в цель. Учитывая, что у лазерного дальномера есть погрешность в том, что он может отражаться немного, и, видимо, несколько от бочки таки отразилось. Меня пугало то, что внутри этой ямы что-то шкварчало. Я бы не хотел проверять, потому что 30 килограмм взрывчатки – это ни себе. Подойдем-ка поближе. Вот. Слышишь? Нет. Подойди ближе. Тихо. Огонек. Где? Огонь слышу. Да. Огонь. Вон он. Где? Вот, видишь? Слышишь? На себя. Лопатку тащи из машины. Сизифов труд просто буквально. Смотрите, друзья, какая история получается. Иногда кажется, что контент не стоит того, чтобы проверять 30 килограмм, все взорвались или что-то там горит. И если добавить туда немножко кислорода, он разгорится. И, возможно, все эти 30 килограмм, которые, как мне кажется, как будто бы взорвались не полностью. Естественно, просто само тело, летящее со скоростью Ебать, какой высокой. с 9 километров буквально высоты, врезались в землю. И вот это вот все, что образовалось, мне сложно поверить, что это просто вымещение земли. Знаете, как водоизмещение, когда корабль на воду спускаешь. 100%. Поэтому что-то взорвалось точно внизу. Но почему-то на айфоне, который стоял рядом, этого слышно не было. Я не знаю почему, но этого вполне себе достаточно, чтобы судить о смельчаке, как и действительно о смельчаке, который попадает, во-первых, точно в цель. Манекен не даст соврать. Во-вторых, я думаю, он сложил бы несколько этажей, несколько смельчаков, сложило бы полностью здание, это 100%. Он, видимо, сделан как-то с замедлением. Я не знаю, сколько секунд должно было пройти, чтобы там все это сдетонировало, но это невероятно. Я такого еще не видел никогда. И, пожалуй, сегодня как будто бы я не собираюсь раскапывать яму, в которой находится взрывчатка, возможно, которая до конца не сдетонировала. Но там что-то горит, там внутри образовалось, видимо, какое-то помещение, выгорело, и там что-то горит реально. То ли движок, то ли серединка взрывчатого вещества. Хочу ли я это узнать сегодня? Пожалуй, нет. Друзья, с вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь, ведь это было достаточно интересно, согласитесь. А дальше будет еще интереснее. Ладно, я копну, пожалуй. Лёх, ты уеб... Согласен. Валим нахрен отсюда.